Эрдоган с помощью Азербайджана хочет захватить Зангезурский коридор у Армении и отрезать Иран от внешнего мира. На Ближнем Востоке после Асада потеря Ирана оборачивается выгодой для Турции. Анкара попытается заполнить региональный вакуум власти, образовавшийся после падения самого ценного клиента Тегерана. Катастрофические события последних нескольких недель в Ливане и Сирии, от уничтожения Израилем Хезболлы до падения режима Асада, открыли новую главу для Ближнего Востока. Можно надеяться, что крах так называемой оси сопротивления Ирана в Ливанте предвещает период мира и стабильности в регионе. Однако более вероятным результатом является усиление региональной конкуренции с целью заполнить вакуум, образовавшийся в результате ослабления Ирана и его союзников. Крах Хезболлы изменил баланс сил между Ираном и Израилем, а падение Башара Асада еще больше ослабило Иран. Но более широким последствием является изменение баланса сил между Турцией и всеми остальными. Быстрый конец режима Асада – переломный момент для Сирии. Он знаменует освобождение многострадальной страны от 54 лет семейного правления, отмеченного развратом и жестокостью. Никогда более жестокой, чем за последние 14 лет почти постоянной войны. Это также унизительное поражение для Ирана и России, которые поддерживали Асада. Россия может потерять военные базы, которые она использовала как трамплин в Африку, в то время как Иран теряет Сирию как свой сухопутный мост в Ливан. Эйфорическое празднование падения Асада и поражения Ирана не рассказывает всей истории. 12-дневный блицкриг, завершившийся захватом сирийскими повстанцами Дамаска, также можно рассматривать как ловкую игру Турции. Анкара была главным покровителем главной антиасадовской силы Хаят Тахрир аш-Шам и в значительной степени ответственна за успехи группы на поле боя. Турция выразила удивление скоростью, с которой рухнул режим Асада, но результат был запланирован. Это наглядное проявление способности Турции проецировать силу через Хаят Тахрир аш-Шам и ее союзные силы. При этом Турция вытеснила Россию и Иран в качестве доминирующей внешней силы в Сирии. Со временем успехи Турции в Сирии могут также распространить влияние первой на Ливан и Ирак, особенно по мере того, как позиции Ирана в этих двух странах ослабевают с потерей Сирии. Эта реальность меняет региональный баланс сил в важных отношениях. Во-первых, это огромная неудача для Ирана. Но в равной степени, если не более важно, успехи Турции имеют последствия для других региональных игроков. Все они, вероятно, будут калибровать свою политику в ответ на новую реальность. Для Ирана потеря Сирии – это серьезный удар по его престижу и региональной стратегии. Она ослабляет его позиции в противостоянии с Соединенными Штатами и Израилем. Но, как показывают реакции наблюдателей по всему иранскому политическому спектру на падение Асада, турецкие успехи в Сирии вызывают настоятельную озабоченность. Иран рассматривает Турцию как регионального соперника, бросающего вызов его сферам влияния на Ближнем Востоке и Кавказе, где они давно конкурируют за влияние. При сильной поддержке Турции Азербайджана, включая ее молниеносный удар по возвращению анклава Нагорный Карабах у Армении в сентябре 2023 года, Иран фактически проиграл это соревнование. Если Турция, воодушевленная результатом в Сирии, теперь окажет поддержку Азербайджану в установлении контроля над торговым маршрутом Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан и Армению с Турцией, Иран будет полностью отрезан от Кавказа. Для Ирана это может выглядеть как восстановление власти Османской империи над Кавказом и Левантом, с которой Иран боролся между XVI и XX веками. По иронии судьбы, главный противник Ирана, Израиль, также имеет причины беспокоиться о повороте событий в Сирии. Празднование Израиля по поводу практически полного прекращения присутствия Ирана в Леванте будет прервано проблемами, связанными с присутствием там турецкой сферы влияния. Восходящее правительство под руководством Хаят Тахрир аш-Шам, как только оно консолидирует власть в Сирии, отвергнет аннексию Израилем Голландских высот и, скорее всего, не останется нейтральным в отношении тяжелого положения палестинцев. Его суннитские арабские связи с палестинцами более органичны, чем связи Ирана и Хезболлы. Угроза на границах Израиля теперь может заключаться в новом политическом порядке в Дамаске, поддерживаемом Анкарой. Для арабских государств
от Египта и Иордании до стран Персидского залива, триумф Хаят Тахрир аш-Шама в Сирии выглядит как опасное эхо арабской весны, которую они считали побежденной. Эти восстания бросили вызов авторитаризму в арабском мире призывами к демократии и хорошему управлению. Их быстро поддержали исламистские партии, некоторые из которых приняли демократию, а некоторые стремились к жестким исламским государствам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал арабские восстания, увидев будущее для арабского мира, которое отражало его собственное видение мусульманской демократии. В ответ многие исламистские партии приняли Турцию как свое вдохновение и источник поддержки. Арабские государства упорно боролись, чтобы подавить исламистские движения в своих странах, и это настроило эти государства против Турции. В конце концов, арабские государства победили. Нигде ставки для Турции не были выше, чем в Сирии. Она активно поддерживала часть оппозиции, в которую входили исламистские фракции, и приветствовала миллионы беженцев, спасающихся от гражданской войны. В этой борьбе именно Россия и Иран сорвали усилия Турции по свержению Асада. Рассматривая Асада как клиента Ирана, арабские государства отвернулись от него, но его выживание, тем не менее, хорошо соответствовало их цели предотвратить любое возвышение исламизма. Совсем недавно они предприняли шаги по восстановлению связей с Асадом и приветствуют Сирию обратно в арабское сообщество. Теперь, примерно через 14 лет после начала сирийского восстания, Турция наконец-то выиграла битву за свержение Асада и внедрение в Сирию. Тревожно для арабских государств, что эта победа является запоздалой главой арабской весны в форме возрождения исламизма как политической силы, контролирующей жизненно важное арабское государство. Рост благосостояния одной региональной державы неизбежно повлечет за собой перегруппировку сил, а затем и стратегии по ее сдерживанию и обращению вспять. Эти усилия должны будут использовать трещины внутри Сирии. Хаят Тахрир аш-Шам контролирует сирийское правительство и важнейший коридор с севера на юг от Алеппо до Дамаска, но его влияние на остальную часть страны далеко не гарантировано. В Сирии действуют и другие исламистские и националистические силы, а также курдские силы, контролирующие северо-восток страны. У этих сил могут быть свои причины бросать вызов новому порядку в Дамаске, и их усилия будут более эффективными, если они найдут поддержку внешних игроков, готовых поддержать их дело. Лучшим результатом для Сирии после многих лет страданий является сильное и стабильное государство, которое сосредоточится на восстановлении разрушенной войной страны. Однако, если Сирия окажется втянутой в водоворот регионального соперничества, то ее может ожидать будущее, похожее на будущее Ливии, где конкуренция между внешними силами расколола страну и продлила ее страдания. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.